Добро пожаловать! Рад приветствовать всех искренних ищущих, всех людей Дхармы у меня на канале. Мы продолжаем нашу серию видео, которая называется «О мистике от А до Я». В прошлом видео мы остановились на очень важной мистической теме о появлении живущего в индивидуальном сознании. Об этом повреждении мы с вами подробно поговорили. И теперь я хочу вам показать практику выхода на сознание, которая прямиком подводит к вас к осознанию своего истинного «Я». Это очень просто, если вы усвоили прошлый материал, прошлое видео и поняли, что именно сознание создает собственный клон в своем содержании. И именно сознание принимает его за себя. Поэтому, безусловно, очень быстрый способ выйти на опыт сознания – это перестать путать сознание с собственным содержанием. Перестать выдавать себя за этого живущего. Поэтому есть, конечно, много практик, много указателей. Мы с вами можем о них попозже поговорить. Но сегодня я бы хотел вам предложить этот прямой путь. Он вытекает из прошлого видео, и поэтому я почему-то решил разместить его здесь. Потому что самый важный, глубокий опыт – это возвращение к себе. Возвращение к своему вот этому истинному «Я». И отпускание всех ложных «Я». Поэтому вначале вы должны сформулировать, я бы сказал, это желание. Я хочу встретиться с собой. И важно услышать, что это не что-то новое, это не что-то запредельное, это что-то очень-очень близкое, которое, несмотря на эти заблуждения, присутствует прямо сейчас. От того, что сознание принимает себя за что-то в своем содержании, очаровывается находкой этого живущего, называет его собой, оно не перестает быть собой. Как девочка, играющая в куклу и называющая ее собой, не перестает быть собой. Она заблуждается по поводу себя. И оно, как сознание, должно присутствовать даже для того, чтобы заблуждаться. Даже для того, чтобы принимать себя за некое явление в содержании, создать эту фикцию, наделять ее функциями. Сознание должно быть здесь. Поэтому предлагаю вам вот эту практику отпускания ложного «Я». И это очень просто. Это очень просто, если вы сформулировали свою цель. Это не прийти к себе. Это возврат к себе, к тому, кем вы были до того, как начали это движение в собственное содержание. Сознание начало движение в собственное содержание, создавая эту ложную сущность и принимая ее за себя. Этого живущего,
И этот живущий, как мы говорили, имеет 5 уровней. Мы начинаем обратное путешествие, в котором никто никуда не идет. В котором единственное, что происходит, это отпускание этих живущих. Представьте, что вы стоите на пороге дома, и вы не можете туда войти, пока у вас есть эти претензии и это имущество. Вы очень хотите вернуться домой, вы очень хотите быть собой, вы очень хотите этой встречи. И вам предлагается оставить все, что вы знаете о себе, все имущество тех, кого вы называете собой, на крылечке. Поэтому это путешествие начинается с отпускания ментального живущего, со всей его библиотекой идей, со всеми его мучениями, выборами, вот этими альтернативами. Это все идеи. И вы сейчас можете отпустить их, просто отложить в сторонку на минутку, на 2. Ничего не произойдет. Попробуйте. Кто вы без этих альтернативных вариантов, без этой библиотеки? Вы не умрете, вы не исчезнете. Поэтому вы можете отложить на время это имущество, которое принадлежит этому живущему. Дело в том, что и его самого нет без этого имущества, через которое он все время себя проверяет. Поэтому, откладывая имущество, откладывая претензии, отпуская функции, вы не находите функционера, потому что это лишь подразумеваемое под этими функциями недоразумение. Я так и называю эго-структуру такой: подразумеваемое недоразумение. Поэтому мы можем оставить все эти идеи, все концепции о том, как могло быть, как должно быть, как будет, как просчет вариантов. Отпустите. Сейчас вам это не нужно. Следующее движение. Вы нащупываете эту жесткость внутри себя. Она возникла как неприятие индивидуальности, как неприятие мыслей, чувств, ощущений, личности, как идея, что с ними что-то не так. Вы можете потом вернуться к этим идеям, если захотите. Но сейчас вы можете отложить это неприятие. Оно не принесло вам счастья. Вы так и не смогли стать идеальной личностью, идеальным телом, идеальным, иметь идеальные чувства, иметь идеальные мысли. Поэтому отпустите этот контроль, отпустите эти функции. Дальше вам придется отпустить мир. Отпустите все претензии к миру. Отпустите идеи, что он должен быть другим. Отпустите это ощущение, что он против вас. Отпустите переживание вот этой напряженной отделенности. Пусть он сегодня побудет без вас. Пусть сегодня этому миру не с кем будет воевать. Пусть он приходит, а здесь никого. Пусть он нападает, а вы не сопротивляетесь. Мы можем на 3 минуты оставить эту борьбу, оставить эту войну, оставить доказательство себя этому миру. Отпускайте это напряжение, отпускайте эту бесконечную проверку
себя по отношению к нему. Следующий уровень – это живущий в сознании. Здесь лежат все ваши духовные наработки, все ваши великие опыты. И это вызывает напряжение. Вы боитесь, что они не повторятся, что вы снова заблудитесь, что вы вот только-только начали выбираться, вас засасывает. Здесь находятся все ваши духовные, эзотерические концепции. Здесь вы мучаетесь вопросом, быть или не быть. Здесь вы мучаетесь вопросами, как вам жить в этой реальности, с этой ли вы планеты, что делать с прошлыми жизнями, как там подсознание, сверхсознание. Здесь лежат, это склад ваших глубочайших сопротивлений и концепций по поводу мироустройства, по поводу глобальных каких-то вещей. Оставьте их. Оставьте их сегодня. Пусть они подождут своего решения. Вы идете домой. Вам не протащить с собой эту глыбу смыслов, эту глыбу нерешенных вопросов. Оставьте все это. Отпустите. Вы видите, вы уже почти обнажены. Вы почти обнажены, и вы начинаете переживать, что по сути, отпустив все претензии, все функции, вы остаетесь как некое голое «я». И это голое «я» хочет домой. И это голое «я», отпустившее все претензии, сидит на крыльце и просит, чтобы его впустили. Это «я» кажется таким безобидным, таким ранимым, таким непритязающим. И оно хочет домой. И оно туда никогда не попадет. Вам придется отпустить его. Отпустить его, потому что оно начало всех претензий. Вот это знание себя, вот это самосознание, это сознание, словившее себя в собственном содержании. Отпустите и его. Отпустите это обнаженное, беззащитное, совершенно легкое, непритязающее первое «я». Теперь входите. Но вам не надо входить. Некому входить. Вы переживаете то, что вы всегда дома. Вы переживаете то, чем вы являетесь, без всяких представлений, концепций о себе. Здесь можно расслабиться. Вам не нужно знать о себе, чтобы быть собой. Вам не нужно иметь функции. Вам не нужно вступать в отношения. Посмотрите. Все, что возникает в сознании, с одной стороны, не отделено от вас, с другой стороны, не затрагивает вас. Смотрите, пребывайте,
И если вам захочется выйти осознанно, посмотрите, как вы создаете первое «я». Этого человека, невидимку. А потом начинаете примерять на него наряды, становясь все более и более жестким живущим в собственном содержании. Посмотрите на это как на игру в живущего. Скажите честно, я играл в живущего. Я никогда им не был. Я играл в того, кто заблудился в содержании. И мой поход домой был одним из способов утверждать, что есть кто-то, кто заблудился. Посмотрите на это с юмором. Посмотрите на это как на игру. Посмотрите на этого живущего как на опыт, возникающий в вашем сознании. Я уверен, что есть сознания, в которых никогда не возникало этого опыта живущего. И они никогда не искали выход. Они жили как сознание. Они рассматривали весь опыт, возникающий в нем, как нечто неотделенное от сознания. Как нельзя отделить происходящее во сне от сна, так нельзя отделить происходящее в сознании от сознания. Но у него нет отношений с этим. Может, вам захотелось отношений, и вы поместили себя в собственное содержание, как нечто отдельное от него, и начали пробовать играть в отношения, вступать, разочаровываться, переживать брошенность, оставленность, отделенность. Может, вы захотели быть любимым, и для этого вы создали место, свободное от любви, чтобы переживать отношения и любовь. Как бы это ни было, вы всегда оставались собой. И я хочу, чтобы вы увидели это. Если произойдет вовлечение, а оно, как правило, обязательно происходит, у нас там столько недоделанных вопросов, у нас столько нерешенных проблем, чтобы вы не завязывали этот узел так туго, а вспомнили об этой практике, что вам не нужно решать проблемы, вам нужно отпускать и проблемы, и того, кто их имеет. Возвращение домой несложное, потому что вы все равно являетесь всегда тем, что вы есть. Но мы привыкли решать проблемы живущих. И даже пробуждение мы хотим для него. А пробуждение – это всего лишь сознание, которое просыпается от сна о себе. На этом я закончу нашу практику. Спасибо вам за то, что вы совершили это путешествие вместе со мной. И в этом путешествии никто никуда не шел. Вы просто вспоминали то, чем вы являетесь. А сейчас минуточку молчания.
Спасибо вам. До новых встреч у меня на канале.